Поговорим про уровень газификации, и давайте первую цитату. Окончательные цифры, конечно же, будут подведены по итогам декабря, и мы зафиксируем цифры уровня газификации в стране на 1 января 2026 года. Мы вам примерно то же самое сейчас пообещали. Но абсолютно точно я могу сказать, что по технически возможной сетевой газификации населенных пунктов наш показатель будет 91%. Вот наши постоянные зрители в курсе, что мы тут постоянно говорим, что примерно 75%. А тут вот глава «Газпрома» говорит 91%. Кто не прав? Значит, неплохо прошел год. Ничего себе рост. Нет, смотрите, 75 – это газификация страны, а от технически возможного уровня 91% – это разные вещи. Потому что технически возможный уровень порядка 83%, что, кстати, зафиксировано в энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года. Но нет, не разбегайтесь, технически возможный уровень будет достигнут к 2030 году. То есть технически возможный уровень газификации страны 83%, а от этих 83% по итогам 2025 года уровень газификации 91%. И вот эти вот проценты чувствую, как будто вот у меня тут наперстки, я ими пытаюсь что-то делать. На самом деле впереди такой большой шаг, и действительно времени займет точно. Это газификация Мурманской области и, соответственно, Карелии. Окончательное решение по строительству газоотвода от Волхова до Мурманска принято, но это почти 1000 километров, очень такая непростая трасса, особенно через Карелию. Там для того, чтобы обойти скальные грунты, пришлось уйти в болото. Там будет непросто. Но решение принято. Я думаю, что вот как раз к 100% там и будет рывок. Но газ ведь это не только ценный мех, хочется сказать. Но нет, газ это не только тепло, это не только голубое топливо, это еще и электрическая энергия, поэтому сразу вторая цитата. Газопровод «Силы Сибири» уже обеспечивает газом такие города, как Благовещенск, Свободный, Циолковский в Амурской области. А то некоторые специалисты газовой отрасли говорят, господи, зачем его построили? Вообще внутреннему потребителю ничего не идет. Ну, видимо, вот это не внутренние потребители, по мнению этих специалистов. Сейчас идет работа по созданию инфраструктуры для подачи газа из «Силы Сибири» в целый ряд городов и сел в Якутии, видимо, Амурской и Иркутской областях. Газом «Силы Сибири» будут обеспечены и мощности, которые компания «Газпром Энергохолдинг» создает на востоке страны. И здесь, конечно же, мы должны с вами отметить строительство Южно-Якутской ТЭС в Якутии, а в Амурской области, как вы знаете, уже начата реализация проекта расширения Свободнинской ТЭС. Суммарная мощность этой ТЭС будет выведена на уровень 610 мегаватт. Свободнинская ТЭС – это объект, который появился, собственно говоря, благодаря «Силе Сибири», благодаря тому, что там появился в районе города Свободный, упомянутого в этой цитате, появился такой маленький, крупнейший в стране газоперерабатывающий завод, а рядом строится один из крупнейших в стране газохимических комплексов. Да, тоже будет крупнейшим, когда закончит. И пару слов. ТЭС, я бы так не сказал, она будет, обе электростанции будут работать в тепловом режиме. Больше продвижения в Чумикане, Южно-Якутская ТЭС. Там планируемая мощность 30 мегаватт. Это весьма и весьма серьезно. 2 газотурбинных установки, но с котлами-утилизаторами, чтобы обеспечивать Якутию теплом. В Якутии, знаете, прохладно. Одна из этих турбин уже доставлена из Китая, 110 мегаватт мощности. Не наша, не российская, но договора под нее были заключены раньше, чем были приняты решения по полной, так скажем, локализации. А что касается Свободнинской, на день сегодняшний это 160 мегаватт, то есть дополнительная мощность 450 мегаватт, и вот там, судя по всему, будут работать уже наши газотурбинные установки от силовых машин 2 раза по 170 мегаватт. И парогазовые. И это все тоже с котлами-утилизаторами, потому что средняя температура в городе Свободном в январе месяце все-таки минус 36 градусов. Не Якутия, но и не сказать, что совсем уж жарко. Да. Там через границу знаменитый жаркий Китай, где тоже, в общем, примерно такие же температуры. Почему-то в этих районах люди селиться не любят. Стремятся где-то так вот, знаете, заселить юг этого самого Китая. Возможно, как-то эти факторы связаны между собой, но да ладно.
Это такой камешек в огород тех, кто рассказывает, как Китай оккупирует Сибирь. Вот делать им больше нечего. Перешли границу. Из своих здесь тропиков. минус 38, минус 36. Какой кошмар. Ну, там несколько шагов вверх по карте, там, где начинается Якутия, будет совсем хорошо. Так, ладно, чудесные истории посещения отдельных круглых столов, где люди сначала рассказывают о том, что товарооборот растет, а потом говорят, смотрите, они строят дороги в сторону России. А это для чего? Я не конспиролог. Вот после этого, знаете, сразу хочется сказать, погоди, ты точно не конспиролог. Я не конспиролог, сказал один человек, который только Про что этого говорил... человека говорил как раз Сергей Лавров, я понял. Возможно, да, возможно. Который только что говорил про рост товарооборота, про рост, соответственно, движения транспорта. Я не конспиролог. Но зачем строить дороги в нашу сторону, если не для того, чтобы по ним шли танки? Ну, вот. Вот этим людям логика. передаю большой привет. Логика, да. Такие танки проезжают границу, а потом опа. А вокруг Восточная Сибирь, где-то невдалеке Якутия. Ну, красота, в общем. Горы, красиво. Да. И через них. Так вот, что у нас с экспортом? Мы, собственно говоря, здесь «Силу Сибири» уже упомянули, но и «Сила Сибири» — это довольно яркий представитель такого якорного проекта, который строится вроде как для поставок за рубеж, но за счет него увеличивается экономическая привлекательность газификации внутренних регионов Российской Федерации, а в целом про экспорт есть что сказать, и что говорил Алексей Борисович Миллер, и что, собственно говоря, он не говорил. По итогам 2025 года мы не только вышли на полку поставок газа в Китай, 38 миллиардов кубических метров газа. Самое главное, что по итогам года мы поставим в Китай почти на 800 миллионов кубических метров больше, чем наши контрактные обязательства. Мы и в этой студии неоднократно говорили, что будет 38 с лишним. Страшно сказать, я у себя в телеграм-канале «Нефтегазовая игра», можно подписаться. Еще в феврале сказал, будет больше, скорее, примерно на миллиард кубов больше, чем законтрактовано. Ну, собственно говоря. Бессмертная реплика Аркадия Райкина, но у нас с собой было. Традиционный миллиард, другой, третий у нас почему-то есть всегда на всех экспортных потоках. Вот помню, и «Северный поток» выдавал отнюдь не паспортную мощность. Когда можно было. Ну, когда можно. Когда это можно. было давно. Да. В доисторические. В доисторические времена вместо 55 миллиардов кубов поставляли более 59 миллиардов кубов. Это к тому, что, 60. в принципе, нормальная история, когда у вас мощность трубы одна, а вы, выйдя на плановые показатели, поставляете больше, если покупателю надо. Ну, и что характерно, когда говорят о мощностях «Силы Сибири», называют число 38 миллиардов кубометров, это экспортная возможность. А вот общую мощность почему-то в открытых источниках найти нельзя, но вот только что цитировали Алексея Борисовича, который сообщил, что из той же трубы поступает газ в город Свободное, в Благовещенск, Циолковский и так далее, и так далее. То есть там запас есть. Ну, судя по тем данным, они, я так понимаю, менялись, но по тем данным, что у нас есть, если опираться на объемы добычи, которые планируются на Чаинде и на Кавыкте, то где-то от 52 до 55 должно быть. Ну, миллиардов кубов в год. Но мы на этом не остановимся. Мы как-то уже коснулись западного направления. Правда, на несуществующем Северном потоке. А сколько без Северного потока сейчас поставляется по трубам в Европейский Союз? Суммарные поставки по турецкому потоку в страны Евросоюза по итогам 2025 года составят порядка 18 миллиардов кубических метров. Европейский импорт сжиженного природного газа из России достигнет 19,5 миллиардов кубических метров. На всякий случай, паспортная мощность второй нитки турецкого потока, которая, собственно говоря, в Европу уходит 15,75 миллиарда, составит порядка 18. У нас с собой было. Так, я вопросы вижу, мы на них обязательно ответим, но сейчас будем касаться еще одной важной темы. Точнее, мы вернемся к той теме, с которой начали. Потому что обычно задается вопрос, а что же там с газификацией, ну, кроме вот этих вот показателей 75, 91, куда бежать, что делать? Еще раз напоминаем, есть у нас такой единый оператор газификации, у него есть сайт, туда можно зайти, посмотреть возможности вашего региона по догазификации, посмотреть, что происходит по газификации. Кроме того, если вдруг вам интересно, что будет происходить с газификацией в вашем регионе, ну, можно зайти и посмотреть программу газификации вашего региона. Скорее всего, таковая существует, особенно если речь про западные регионы Российской Федерации. Ну, есть своя программа газификации, допустим, в Якутии, и тогда вот этого сайта не хватит, придется заходить на сайт компании «Алроса Газ», которая тоже ведет работу по социальной газификации. Ну, начать можно вот с этого.
Так что, если вы смотрите нас из Якутии, не забывайте про Алросугаз. Да, там огромные расстояния, там небольшие объемы, но, тем не менее, Алросугаз все, что может, делает в тех условиях, которые у нее есть. Я тут видел, Рейтерс переживает. Он все время переживает. Нет, ну это понятно. Но тут переживает из-за того, что что-то хорошо. Россия увеличила поставки еще и СПГ в Китай. И тут возникает вопрос, на чем будем доставлять? Ответ – на Косыгине. Косыгин – человек и пароход. Давайте поясним, о чем идет речь, и возьмем... Действительно, очень большое событие. Давайте вот следующую цитату, если можно. Судоверфь «Звезда» в Приморском крае передала первый в России танкер для перевозки сжиженного природного газа в условиях Арктики. Судно Алексей Косыгин получила транспортная компания «Совкомфлот», сообщила Роснефть, которая, собственно говоря, владеет этой судоверфью. Танкер первой из серии, которую верфь строит для проекта «Арктик СПГ-2» «Новотека». Раньше такие сложные газовозы в России не делали. Их производство освоили всего несколько верфей в мире. Ну, вот так, на секундочку. Знаете, я помню, еще года 2 назад говорили о том, что закладывают этот, или даже 3 уже года назад. Ой, время летит. В этой же студии говорили о том, что закладывают этот танкер. И вот, пожалуйста, «Звезда», которая владеет Роснефть, произвела этот танкер. Чем это событие? Эти танкеры усиленного льдового класса по международной классификации АРК-7 в той же международной классификации имеют отдельную строку «Ямал-Макс». Больше никому, кроме России, такие танкеры не нужны. Это танкер, который способен идти по однолетнему льду толщиной до 2 метров. Однолетний – это отдельная терминология, если когда-нибудь будет возможность поговорить про льды Северного морского пути, большая история. Тароса не пройдет. 2-метровый лед однолетний пройдет. Это совсем другая сталь, другие сплавы, другая мощность двигателя, все другое. И, собственно говоря, когда пишут только в нескольких странах, их производят только в Южной Корее, по договору, опять же, с Совкомфлотом. И вот теперь на «Звезде». Было сложно, было непросто. Так, для того, чтобы было понятно, этот танкер усиленного ледового класса «Ямал-Макс» стоит в 2 раза дороже, чем обычный. Эксплуатация в 2 раза дороже. Он тяжелый. У него другие двигатели, другая мощность. Изначально делали в Южной Корее. Был договор подписан о постепенной локализации. Мы долго осваиваем. Технология действительно уникальная. Начинали с крупноузловой сборки, потом все больше и больше оборудование производилось в России. Критических моментов 3. Это криогенные емкости. Танки, они же. Это двухтопливные двигатели, которые способны работать не только на дизельном топливе, но и на отпарном газе. И это винторулевые колонки. Винторулевые колонки позволяют не просто маневрировать, а в буквальном смысле слова судно может идти боком. Такой, мне кажется, достаточно остроумный инженерный замысел. По чистой воде танкер «Ямал-Макс» идет носом вперед, все в порядке. Встречая льды, он разворачивается кормой вперед. Корма выполнена в форме носа ледокола. Он продолжает движение, разумеется, уже с другой скоростью, но самостоятельно. То есть в направлении, допустим, в западном от полуострова Ямал может идти совершенно спокойно круглый год. А в восточном направлении, где другие льды, по крайней мере, в навигационный период может идти без сопровождения ледоколов. Вот такое изделие достаточно неожиданное. Сообщение было кратким. Самостоятельно ли мы произвели эти криогенные емкости? Мне кажется, что да. Потому что использовалась технология от французской компании GDT, Gas Transport Technologies. Характерная особенность емкости по технологии Марк III, они выращиваются вместе с судном. Их нельзя сделать отдельно и привезти. Если танкер пошел, значит, емкость вырастили вместе с ним, несмотря на то, что GT, естественно, после 1992 года ушли. Было создано совместное предприятие General Electric для производства винторулевых колонок. Там собственные двигатели 16-мегаваттные, мы такие не делали. GE, разумеется, ушло, тем не менее, танкер на ходу. Значит, освоили. Так, шаг за шагом. Единственное, нет никакой у меня информации по поводу вот этих двухтопливных двигателей. Роснефть подходила к работе, грубо говоря, по учебнику. Все, что можно сделать в России, сделаем в России. Все остальное надо брать из списка наилучших доступных технологий. Брались двигатели компании Wärtsilä, это Финляндия. Там переход с дизельного топлива на отпарной газ и обратно
в течение 2 минут. Фантастические результаты. Финны, естественно, тоже ушли. Вот какие там двигатели, может быть, в будущем услышим. Напомню, что Алексей Косыгин в начале прошлого года, нет, в конце прошлого года вышел на ходовые испытания, потом была долгая пауза. Вот он сделан полностью. Если это действительно все наше, то в наступающем году мы увидим сообщение о том, что еще 2 таких танкера будут приняты в состав Совкомфлота. Они начали строиться чуть позже Алексея Косыгина. То есть, если это полностью наше, то оно и будет идти. Очень надеюсь, что это станет серийным. Ну, собственно говоря, мы можем ожидать, что поставки нашего СПГ станут менее зависимыми от европейского направления. Тем более, что Европа с 2026 года начнет от нашего СПГ избавляться. Тем более, что Китай перешел на другой режим работы. Раньше ему СПГ с Ямала везли компании, зарегистрированные на островах Крокодильи слезы и прочее, прочее. А с того момента, как прошел саммит в Китае, просто прямые поставки, невзирая на то, что проект Новотека Арктика СПГ-2, по-моему, самый налогообложенный в мире. Есть санкции на весь проект, есть санкции на базу перевалки, где газ хранится для того, чтобы загружать потом обычные танкеры-газовозы. Есть санкции на отдельные суда, которые обслуживают это направление. В общем, там санкций столько, что можно коллекцию собрать такую. Думаю, Новотек здесь будет одним из первых. У него хорошая коллекция. Ну, то есть Китаю сказали, не смейте покупать, они такие... Звучит как вызов. Ну что ж, в общем, наше судостроение тьфу-тьфу-тьфу сдвинулось с мертвой точки. Будем надеяться, что этот процесс ускорится, хотя таких верфей, как «Звезда», хотелось бы, опять, вы знаете, иметь раза в 2-3 больше. Но пока имеем то, что имеем. На одном из Восточно-экономических форумов ВЭП заявил, что нужно как минимум 2, одна на Западе, одна на Востоке. Было это 2 года назад. Заявил 2 года назад, что нужны 2 верфи. 2 года назад заявил, что нужны 2 верфи. Ну, в 2009 году сказали, надо «Звезду» строить. Ну, вот ее вывели на плановые показатели вот только-только. Так что, в принципе, медленно запрягаем. Насколько быстро будем ехать, проверим. Во всяком случае, раньше было стыдно, был только советский долгострой, там гидроэлектростанции, которые по 30 лет строили. А теперь вот мы ответили заводом, которые строили 15 лет. Что неплохо. Можем. Нам тоже можем. Поступают вопросы. А нет ли конкуренции между «Газпромом» и угольными компаниями? Ведь чем больше газификации, тем меньше угля будут покупать. Ну, отчасти да, а отчасти у нас все-таки есть планы. Я предлагаю не углубляться, насколько мы иронично местами к ним относимся, но есть планы по расширению угольной генерации, по обновлению угольной генерации, и не только угольной. Нет у нас планов. Если посмотреть материалы генеральной схемы размещения новых объектов генерации на период до 2042 года, там предусмотрено, что будет использоваться по-прежнему технология 50-х годов прошлого века. Все в порядке. Так хорошо, ей надо больше угля. Так, стоп, а я не вижу минусов в контексте вот этого вопроса. Минус только один. Уже 3 президент Российской Федерации говорил о том, что угольные станции должны отвечать современным экологическим и экономическим требованиям. Не знаю, сколько лет должно пройти, чтобы это услышали. Так, нам пишут, что в Незалежной все еще отмечают 22 числа День энергетика с прошедшим. Мы в прошлый раз с наступающим поздравляли, сегодня поздравим с прошедшим. Что характерно, 22-го мне звонили из Республик Прибалтики, тоже поздравляли с Днем энергетики. Там вот что-то говорят политики, а те, кто работает в отрасли, они знают, что 22 декабря День энергетики. Все постсоветские страны на самом деле с нами. Так, наш постоянный зритель, которого я сразу просто поприветствовал и порадовал, что сейчас будет вопрос газификации, спрашивает, когда же до его Сосновского района Нижегородской области газифицируют? Так вот, смотрите, вот я сейчас зашел, набрал Нижегородская область, программа газификации. Мне тут же выдало соответствующую страничку. Там написано «Нижегородская область, программа газификации 21-25 годов». С 26-го новая программа газификации начинается. И вам, наверное, чтобы получить ответ на свой вопрос, следует открыть программу газификации 26-30 годов и посмотреть. Там есть, кстати, еще карта приложена. Можно ткнуть в свой район и посмотреть, как там происходит. А есть еще возможности задать вопросы о газификации. Я это на примере нашего постоянного зрителя говорю, но я понимаю, что вопрос газификации многих беспокоит. И да, давайте проговорим. Очень дорого. Попытались снизить, все равно очень дорого. Один только двухконтурный котел купить домой, это очень дорого. Работы очень дорого.
Но газификация, тем не менее, идет. То есть, с одной стороны, дорого, с другой стороны, газификация идет, с одной стороны, газификация идет, с другой стороны, дорого. Вот понимаете, как посмотреть. А с третьей стороны, если конечный потребитель не находит денег на то, чтобы купить все оборудование, провести внутренние работы, получается дивная картина. «Газпром» вложил деньги в то, чтобы проложить газоотводы, новые компрессорные станции, поселковые, сетевые какие-то хозяйства, а сбыт равен нулю. Значит, у нас с регуляторикой все в полном порядке. Так, пишут, что... Рынок, конкуренция, все хорошо. В Пермском крае ГРЭС немецкой Юнипро за отопление платим больше, чем в Перми. Ну, возможно.